Сегодня у нас в меню корейский суп, который отлично подходит для зимнего холодного сезона. Сначала я ознакомлю вас с набором необходимых нам ингредиентов. Кабачок или цукини. Половина при условии, если он маленький, и где-то 1/3, если он большой. Также зеленый перец чили 1-2 штуки, или можно один зеленый, один красный. Затем луковица 1 штука, если она маленькая, если большая, то половина. И картофель 1 штука при условии, если он достаточно большой. Также нам нужен будет зеленый лук, буквально 4 пера. Количество зеленого лука зависит от того, насколько вы его любите. Я буду использовать шиитаке грибы, 5 штук. В моем случае я использовала сухие грибы шиитаке, сушеные, поэтому я их предварительно замочила на час в холодной воде, и теперь мне нужно будет их помыть и отжать из них воду. Свежие шиитаке тоже можно использовать, вообще можно использовать любые грибы, шампиньоны, вешенки и так далее, какие у вас есть или какие вам нравятся. Как вы видите, отжимала я их по форме, чтобы ее не повредить. После того, как мы подготовили все ингредиенты, их нужно нарезать. Нарезаем мы их кубиками где-то в 1-2 сантиметра. Но это все зависит от того, используете вы мясо или нет. И, соответственно, чем вы толще нарезаете овощи, тем вам больше нужно время на варку. Чем вы тоньше их нарезаете, тем меньше. Мы нарезаем кабачки тоже кубиком в 1-2 сантиметра. Соответственно, такие же размером, как и картофель. Также мы нарезаем кубиками лук в 1-2 сантиметра, тоже как и картофель. То есть все овощи мы нарезаем кусками приблизительно одного и того же размера, чтобы они сварились в одно и то же время. Грибы нарезаем так, как позволяет их первоначальная форма. Перец чили мы нарезаем тонкими кольцами. Зеленый лук мы также нарезаем тонкими маленькими кольцами. Теперь, когда весь набор овощей готов, переходим к мясу. Я использую свиную грудинку. Можно использовать любое другое мясо, говядину и любую часть, собственно говоря, мяса. Как вы видите, у меня есть даже кости, я использую кожу на свиной грудинке. Если хотите, можете приготовить этот суп вообще без мяса. Нарезаем мы мясо кусками в полсантиметра толщиной. Как я и говорила, овощи, мясо вы ориентируйтесь, и они должны быть приблизительно одинаковой толщины. Теперь вода. Можно использовать обычную воду или воду третью по счету от промывки риса. То есть я, когда мою рис, я первую-вторую воду сливаю, а третью буду использовать как раз для приготовления этого супа. Но можно использовать и обычную воду. Теперь мы в кастрюлю, в которой будем варить суп, наливаем растительное масло 1 столовую ложку и кунжутное масло 1 столовую ложку. Можно использовать либо 2 столовые ложки кунжутного, либо 2 столовые ложки растительного масла. И самый главный ингредиент, без которого этот суп не состоится, это острая чили паста кочуджан. Она нам нужна в объеме 4 столовых ложек. Такую пасту можно купить в магазинах корейских товаров, либо через интернет-магазин, либо приготовить дома самому. Вверху линк на рецепт на то, как это сделать. Готовьте на слабом огне, все время помешивая. И готовим мы до того момента, когда паста начнет впитывать масло. Напоминаю, делаем это на слабом огне. И тогда мы добавляем красный молотый перец чили, пол столовой ложки. И продолжаем готовить на слабом огне, все время помешивая. И готовим до того момента, когда масса не впитает масло, и будьте аккуратны, не сожгите ее, поэтому важен слабый огонь. Затем мы заливаем воду 500 мл, обычную или рисовую, можно 700 мл, если хотите суп пожиже, 500, если погуще, и хорошо размешиваем, растворяем все. И затем закладываем
прежде нарезанный подготовленный картофель и прежде нарезанное подготовленное мясо. Заложив эти два ингредиента, которые варятся дольше всего, поэтому мы их закладываем первыми, мы хорошо перемешиваем, и в этот момент мы должны увеличить огонь до среднего и закладываем молотый чеснок, 2 столовые ложки. У меня был замороженный, не успела разморозить, нарезая его ножницами. И также добавляем соевый соус, 1 столовую ложку с половиной, и рыбный соус в объеме 1 столовой ложки. В данном случае рыбный соус лучше не пропускать. Соевая паста, мисо или дидян, корейская паста, подойдет та и другая, пол столовой ложки. Хорошо ее добавить для большего вкуса, но если нет, можно и пропустить. После этого, добавив все эти ингредиенты и перемешав, мы закладываем грибы. И после грибов уже закладываем нарезанный лук и кабачок. То есть те ингредиенты последние закладываем, которые быстрее всего развариваются. Хорошо это все перемешиваем и накрываем крышкой. И под крышкой мы все это варим на среднем огне до готовности картофеля и мяса. Когда картофель и мясо готовы, мы добавляем зеленый перец и половину зеленого лука, который мы нарезали. И варим это еще в течение 1-2 минут. И тогда, собственно говоря, суп готов. Подаем мы этот суп, разливаем как совершенно обычный по глубоким тарелкам. В Корее есть даже специально такие каменные, такая посуда, в которой его подают. Затем можно сверху немного посыпать зеленым луком, половину, которую мы оставили в виде топпинга, но это не обязательно. И все, подаем его к столу. Едят его, конечно, горячим. Это суп очень согревающий. Обычно его подают с отваренным рисом, потому что он достаточно острый, но вкус у него такой остро-сладкий. Очень сытно. Можно приготовить с мясом, можно без мяса. В Корее, кстати, этот супчик, они хорошо его употребляют под алкоголь, маколи или соджу. Имейте это в виду, возьмите на заметку. Здесь еще раз способ приготовления, ингредиенты, и желаю вам приятного аппетита!